So welcome to Platonic Conference, and thank you for coming. My question would be, where your particular academic interests lie, and what is your sphere of interest? Well, as you can imagine, ancient philosophy and Plato. Most of my academic career has been devoted to studying ancient philosophy. I went from Plato because I directed a translation of Plato's complete works. So I find inspiration in Plato for defending faculty in universities in the United States and Canada. My paper is entitled Plato's Concept of Chance. I'm currently working on a book on ancient notions of time from Homer to Plato. I've been studying Plato for more than 30 years. I've been teaching philosophy for over 30 years. The study of ancient Greek philosophy, especially Plato. I did my dissertation on Plato's Timaeus and Critias. So I did my PhD on Plato. Так получилось, что я всю жизнь занимаюсь Платоном. Платон всегда предмет для дискуссии, и это очень интересно. Тексты Платона — это некого рода наука, или точнее опыт познания самого себя. Те знания, которые адресованы, так сказать, к душе и разуму каждого. Одна сторона – это самопознание и жажда вот этого неизвестного и непознанного. А вторая сторона, извините меня, организационная. Потому что кто, как не Платон, собственно, создал академию. Это сравнительно небольшой текст, который вызывает массу вопросов. Вопросы задавать – это значит мыслить свободно. Нету единого мнения. История философии как раз и учит работать с многообразием мнений. Античная философия имеет не просто архивную какую-то ценность, она совершенно современная. Эти понятия блага, добродетели, справедливости, они актуальны вечно, и они актуальны особенно вот сегодня. Популяризация Платона – это желанно. Люди хотят читать Платона, они хотят читать Сократа. Попадая в античное пространство, человек понимает европейское пространство как единое пространство, потому что он видит фундамент. Интеллектуальный и нравственный фундамент и наше наследие. Европейская культура и русская культура стоит на плечах античной. И к этим истокам, конечно, надо возвращаться. В нашем мире есть много чего хорошего, но на самом деле чего всегда не хватает – это хорошего образования. Когда погружаешься в Платона, понимаешь, что у тебя не хватает образования и попросту не хватает языка. Нужны хранители этой культуры, нужны хранители языка. С какой проблемой сейчас сталкиваются преподаватели? Сокращение часов. Сейчас у нас первый год, когда на филологическом факультете не читают лекции по истории философии аудиторных. И вообще истории философии нету. Это будет первое поколение филологов, которое не будет знать античности. Ну, во-первых, хватит разрушать образовательную традицию. Университет в руинах, и проблема реформации университета – это мировая проблема. Гуманитарное, оно от слова «homo» – «человек». Так вот, собственно, гуманитарное образование – это такое образование, которое позволяет человеку раскрыть в себе свою человечность. Используя гуманитарные знания, власть, несомненно, может улучшить социальную ситуацию. По сути, ведь социальная ситуация всегда резонирует с тем состоянием гуманитарных наук, которые мы видим в данном обществе. Я счастлив быть участником этой конференции. Это совершенно уникальное событие для нашей страны. На таком уровне, пожалуй, конференция Платона никогда не проводилась в нашей стране. Это значительное событие. Что бы вы пожелали своим коллегам, отечественным ученым на будущее? Кооперации. Чем более сильной будет кооперация совсем разных людей, по-разному читающих Платона, тем более будет взаимное уважение, тем больше успех нашей деятельности нас ждет. Это пример того, как слово может позволить обнаружить общий смысл, а общий смысл объединить и сделать нас друзьями.